Владимир Жириновский является яркой личностью. Многие считают его несерьезным и смотрят выступления с ним ради смеха. Другие искренне восхищаются и уважают. Непристойные действия, наличие судимостей, а также несметное богатство руководителей его партии давно никого не удивляют. Как Жириновский украл деньги у ЛДПР? В 2020 году было громкое дело о семье Жириновского. Его сын обвинялся в хищении денежных средств, принадлежащих ЛДПР. Говорилось о сумме свыше 1 миллиарда рублей. Всего на балансе находилось 9,8 миллиардов. Известно о прогоне средств бюджета якобы на съем больших площадей, каким-то случайным образом принадлежащим его родственникам. Также выделялись деньги на научные исследования, которые не проводились. Таких примеров множество. В настоящее время многие компании родных Владимира Жириновского одновременно теряют большие суммы денег. Похоже, что кто-то пытается таким образом спрятать свои средства. Все люди теряют голову от появления огромных денег. Но виноваты ли родственники Жириновского? Ведь сам Владимир Вольфович никогда не упустит свое. Его девиз «Мы заплатили, вы обязаны дать, что нам полагается». Если не заплатили, тоже. Так что жадность ему свойственна. Вполне возможно, Владимир Вольфович решил подумать об уходе от дел и деньги прихватить с собой. Ведь регулярно появляется информация о частом ухудшении его здоровья. В ноябре говорилось о лечении в Германии. Ему скоро исполнится 75 лет. Политика – дело неспокойное. Июльское дело о Сергее Фургале, Навальном и митинге – все это наложило отпечаток на его здоровье. К тому же не первый год есть информация о намерении им сложить полномочия. Он сам их не опровергает, но и не подтверждает. Но есть и другая сторона вопроса. Лишь ЛДПР поддержала пришествие Трампа к власти. Он даже выступал на митинге у посольства США в его поддержку. Тогда было отмечено, что при этом президенте не было развязано войны. Ни одной. Хоть Владимир Жириновский всегда плохо отзывался об Америке, но вероятность того, что он может лично приехать туда для помощи Трампу, есть. Не зря он сказал «крепитесь, за граница вам поможет», намекая на Россию. А может лично на себя. Также Владимир Вольфович советовал Трампу не отчаиваться, так как он непременно вернется еще в Белый дом. Были это обычные слова поддержки импонирующему человеку или намек на что-то, неизвестно. Знакомы Трамп и Жириновский с 2002 года. Тогда Дональд был просто выдающимся предпринимателем, строящим высотные башни. Он единственный согласился познакомиться со мной, рассказывал Владимир Вольфович. Тогда ему, естественно, не было известно о будущей карьере Трампа. Очень активно Жириновский комментировал события в США. Всегда считал Трампа и ЛДПР похожими. Подчеркивал, что его тоже все ругают и обливают грязью. Может, для поддержки близкого по духу политика он потворствовал финансовым махинациям со счетами ЛДПР. Ведь известно, что настоящих друзей у Жириновского нет. Есть только товарищи. Вполне возможно возникновение дружеских чувств к отчаявшемуся Дональду. Прихватил с собой бюджетные средства и помчался к нему на помощь. Счет любой партии состоит на 80% из денег налогоплательщиков. Куда конкретно он сбежал, где сейчас проживает. В последнее время все сообщения с Жириновским происходят по скайпу. Возможно, это из-за боязни заражения вирусом или болезни, но недавно появилась информация об отсутствии его в России. В свете обещаний помочь Трампу, это кажется правдой. Уехать Жириновскому тоже есть куда. За границей у родственников имеется недвижимое имущество. Его сына, Игоря Лебедева, даже называют русским Дональдом Трампом из-за владения всевозможными домами, квартирами и земельными участками в разных точках мира. Снова фигурирует бывший американский президент. Тем более недвижимость в той стране у родных Жириновского есть тоже. Границы сейчас открыты. Вылеты разрешены. Жириновский с сыном оба имеют второе гражданство. Правда, не в США, Испании. Лебедев имеет право работать в США. Известно, что постоянная прописка Жириновского в Москве. Подтвержденной информации о его перемещении за границу нет. Но есть его предложение сняться в фильме «Один, дома 2», потерянный в Нью-Йорке, вместо Дональда Трампа. Многие американцы ополчились на бывшего президента. Дошло до абсурда, в интернете возникла активная дискуссия с предложением вырезать кадры с фильма, где он снимался. Дело происходило в его отеле. Съемочной группе нужно было получить разрешение на проведение видеоработ. Трамп согласился на это с условием, его снимут в фильме.
Против никто не выступил. Так и сделали. Прошло 30 лет. Некоторые стали вспоминать, что Дональд заставил снять его в фильме. Теперь все одобрили монтаж, где Калкин разговаривает с пустотой. Многие предложили вставить в это место взрослого Макалея Калкина. Не остался в стороне Жириновский, он выложил в сеть коллаж со своим изображением вместо Трампа. «Я смогу заменить его в фильме. Если Америку так пугает его присутствие в нем. Тем более наша делегация как раз была в то время в Нью-Йорке», прокомментировал Владимир Вольфович. Очень похоже на странный намек. Комментарии Путина на этот счет и других политиков. Всем известен вспыльчивый нрав Жириновского. Каждый знает, что тот быстро найдет ответ на любой вопрос и вывернет все в свою пользу. Поэтому многие его не любили всегда. Ведь Жириновский не обделял вниманием никого. Известна двуличность Владимира Вольфовича. Например, сначала он заявлял о намерении вывести ЛДПР из Госдумы в связи с арестом Фургала, а затем выдал его правоохранительным органам. Видимо, было дано распоряжение сверху. Сам он также говорит о выполнении путинских указов. Что ему Путин скажет, это он митингующим толкует. Президент его поддерживает и ценит. Он знает о его авторитете перед народом и хороших дипломатических способностях. Поэтому все происходящее не обходится без одобрения президента. Но прямых комментариев от главы государства не поступало. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, как обычно, не дал ответа на произошедшее. Он подчеркнул, что не имеет никакой реакции. Алексей Навальный много критиковал Жириновского. Еще пару лет назад он рассказал всю правду о его семье, о нем, о незаконных доходах. Считал, что понятия патриотизм и Жириновский не сочетаются. Он показал свое истинное лицо, говорит Рамзан Кадыров. Политик считает его клоуном, болтуном. Он отмечает, что Жириновский не являлся никогда патриотом. По всей видимости, это самые верные слова о нем. С чего ему являться патриотом, его настоящая фамилия Эндельштейн. Его отчество Вольфович. У него еврейские корни. Жириновский столько раз ругался на тех, кто бежит лечиться за границу, но при первом ухудшении своего здоровья улетел в Германию. Говорил о доверии российской медицине, сам делал по-другому. Видно по его поступкам, он любит много говорить, но не делать. Так, на одном из заседаний он снова критиковал политиков за использование в своей речи английских слов. В конце же сам вставил слово «локдаун». Жириновский способен улавливать веяния режима и подстраиваться под него. Именно из-за этого качества он длительное время находит свое место в политике. Самостоятельно Жириновский не решился бы провернуть любое дело, у него есть надежная опора. Какая именно, можно лишь догадываться. Как-то Путин намекнул, не будет Жириновского, не будет ЛДПР. Ведь многие партии существуют благодаря одному политику. ЛДПР не исключение. Но неужели скоро эра Жириновского пройдет?